всего 2 матча отделяли нас от того, как мы бы с вами выяснили всех обладателей медалей Олимпийского волейбольного турнира в Париже. И как это и подобает традициям, сперва произошел бронзовый финал. Италия и США должны были выяснить, кто же больше заслужил примерить на себя медали бронзового достоинства. Для американцев это могло стать 3-м подобным результатом за всю их олимпийскую историю, а для итальянцев 4-м. Для данных национальных сборных в рамках истории Олимпийских игр это стало 5-м очным противостоянием, и в 3 из 4 предыдущих случаев сильнее оказывались волейболисты из Италии. Но самой яркой и памятной является их последняя встреча, которая состоялась в полуфинале Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где Иван Зайцев за счет своей серии 4 эйсов решил возможность американцев побороться за золотые медали. Но с тех пор прошло уже 8 лет, так что вспоминать про ту баталию не имеет никакого смысла, ведь сейчас на наших глазах пишется новая волейбольная история. Каждый сет был безумно равный, и каждый раз победитель выявлялся благодаря минимальной разнице по счету, но очень жаль, что в минимальном количестве сетов. В первом игровом отрезке ни одна из команд не смогла обеспечить себе преимущество более 2 очков, а лидерство по ходу этого сета менялось аж 11 раз. Последними, кто успел оказаться впереди, стали американские волейболисты, они победили 25-23. Во втором сете США уже удалось получить себе 3-очковый гандикап на табло ближе к его завершению. Только благодаря мощной серии подач от Рикардо Сбертоли, который вышел помочь своей команде, Италия не только смогла сравнять счет, но и выйти вперед, обеспечив себе в дальнейшем сетбол. Правда, реализовать его у них не получилось, так что американцы и здесь оказались сильнее – 30-28. Поначалу 3-го игрового отрезка казалось, что тут все быстро закончится, потому что США уже со старта улетели на 6-очковый гандикап, но их чуть не подвела та же самая история, что произошла с ними и в матче с Польшей. Американцы расслабились и начали дурачиться, у них так все легко получалось, что сложно было не оказаться в таком состоянии. Только вот и Италия решила вспомнить про ценность этого поединка и пуститься в погоню. Но как и в предыдущих случаях, США оказались устойчивее и надежнее в концовке, что принесло им очередную бронзовую медаль в копилку – 26-24. К сожалению, затяжной 5-сетовой борьбы мы тут так и не увидели, но этот матч все равно подарил нам много эмоций и яркой борьбы, так что какого-то неприятного осадка от его просмотра не осталось. К США каких-то вопросов у меня нет. Они показали свой волейбол и добились заслуженного результата. Как по мне, Рассел точно провел свой лучший сезон в составе своей национальной сборной за последние лет 5. Чуть смазанным получился четвертьфинал в его исполнении, но на общую картину это никак не повлияло. Как и в полуфинале, Де Фалко ходил с грустным лицом и не производил никаких эмоций, что снова меня заставило переживать за его продуктивность, которая определенно страдала. Но стоило ему забить пару важных мячей в концовке, как тут же появилась улыбка на его лице и вернулась привычная яркая игра в его исполнении. Снова супер агрессивно, как и на протяжении всего турнира, в нападении смотрелись американские центральные Холт и Эверилл, так что это стало очень важным инструментом в достижении такой важной цели. А вот итальянские центральные блокирующие в этом финале были почти не замечены. То ли из-за того, что Джанелли им не так часто пасовал по ходу предыдущих стадий и их это выбило из колеи, и они уже не смогли найти нужный ритм, то ли связующий поэтому и не делился с ними мячом, понимая, к чему это может привести. Было очень интересно наблюдать в очном сражении противостояние одних из лучших связующих мира. И, как мне кажется, в этой дуэли Кристенсен был сильнее. Очень мощный перформанс от Майки по итогу всего этого турнира. Лишь Бризар может посоперничать с американцем за титул лучшего связующего. Но если Франция заберет финал, то тут без вариантов. Чуть не забыл. Джанелли в этот день отмечал свой 28-й день рождения, но, как и для Огненович, подарка в виде победы получить не вышло. Пройдемся и по диагональным. Мэтт Андерсон даже в свои 37 лет не перестает доказывать, что он еще в полнейшем порядке. И похоже, что он и сам воодушевился своей игрой и успехами команды, что передумал завершать карьеру в национальной сборной, несмотря на то, что объявлял об этом по ходу сезона. Романовичу карьеру заканчивать рано, но и его выступлением я также был поражен. Как я и говорил в предыдущих обзорах, я считал, что диагональный сможет стать проблемой для Италии. Но Юрий, как показала практика, был самым надежным нападающим, что он доказал и в бронзовом финале. К сожалению, в течение многих лет у меня так и не поменялось мнение о Де Джорджи. Итальянский специалист настолько свято верит в свой стартовый состав, что вообще не готов идти на какие-то перестановки. У Лавии откровенно не заладилась игра в этом матче, но замен тут не последовало. Лишь Сангуинетти вышел в 3-м сете, и пусть он и добавил динамики и страсти своей команде, но странно было надеяться, что центральный блокирующий перевернет игру. Как и странно было рассчитывать на то, что произойдет какое-то чудо, и игра его подопечных сама по себе изменится и заиграет новыми красками. И эта претензия у меня была к нему еще по ходу прошлого сезона. Получилось так, что итальянцы последовали примеру Словении, которая не взяла ни одного сета в заключительной части Лиги Наций. Ровно тем же отметились и волейболисты из Италии, которые все силы и чудесные камбэки оставили в четвертьфинале.
Еще раз поздравляем США с заслуженной бронзовой медалью, а Италии пожелаем удачи в предстоящих турнирах. Самыми результативными здесь стали Романо и Микелетта. Оба игрока набрали по 17 очков. Результаты статистики этого матча находятся на ваших экранах. И после этого мы с огромными ожиданиями отправились смотреть финальный матч, где Франция и Польша второй раз в своей истории пытались завоевать золотые медали. Для команд это было вторым противостоянием в их личной олимпийской истории, и в оба раза сильнее оказывались французы. Первый раз это была ничего не решающая победа 3-0 в Афинах в 2004 году. Уже в 2021 году победа 3-2 выбила Польшу на четвертьфинальной стадии и позволила Франции продвинуться к своему первому в истории золоту. К сожалению для Польши, хозяева Олимпийских игр 2024 года набрали просто безумнейшую форму к финалу, так что поляки ничего тут не смогли противопоставить этой лавине. Польша играла в эффективный волейбол, они смотрелись здорово и с таким уровнем могли рассчитывать на победу в любом другом матче, но не в этом. Франция сегодня была неподражаема. Пока поляки искали свои самые лучшие подачи, хозяева баловали своего связующего идеальным приемом, а Бризар конвертировал это в неуловимые для блока соперника передачи. Франция закончила первый сет с 88% эффективностью атак. Дальше в нападении прибавила уже и Польша, а французы немного свои обороты сбавили. Только вот и это не позволило подопечным Николы Гербича победить. Здесь уже все решила подача и блок, и в обоих элементах преуспел Бризар, который также очень жаждет получить звание MVP Олимпийских игр. В третьем сете должно было решиться многое. Гербич не стеснялся делать замены, и чаще всего они работали. Особенно удачно залетел в игру Болонч. Диагональный был безумно продуктивен и стал самым результативным игроком своей команды в этом игровом отрезке. Но суперзамена нашлась и у Джанни. Традиционно на усиление подачи вышел Жофра. И кто бы мог подумать, что эта серия подач для Польши станет столь убийственной. 3 эйса на 6 попыток от французского центрального практически поставили точку в этом матче. Окончательную точку здесь поставил Леон, который после безумной серии подач, которую начал при счете 24-20, ошибся на последнем матчболе, что и позволило французам приступить к безудержному веселью. 25-19, 25-20, 25-23. С этих пор Франция уже двукратный олимпийский чемпион, с чем мы их и поздравляем. Что можно отметить у Польши? Как я говорил ранее, поляки провели действительно хороший матч. И что самое любопытное, самый сильный в индивидуальном плане матч провел Курок. Но, как показалось мне, он потерял настрой и концентрацию в том моменте, когда подошел к Бризару на капитанский разговор. И эта беседа точно не пошла на руку польскому диагональному. А если брать французского диагонального, то и он решил реабилитироваться за не самые удачные его матчи по ходу всего этого плей-офф. Максимальная концентрация и продуктивность от первого и до последнего розыгрыша. Французы сегодня были великолепны как полноценный коллектив. Это был их лучший матч за весь этот международный сезон. Возможно, кто-то будет рассуждать, что другая команда бы их остановила, но этого мы уже не узнаем. Франция убрала со своего пути и чемпионов мира, и чемпионов Европы. Было безумно приятно наблюдать за тем, что хозяева вообще не разменивались на негативные эмоции, концентрируясь на позитивной атмосфере внутри своей команды, что безусловно пошло им только на пользу. Взять-то уже Нгапета. В четвертьфинале он был очень агрессивен и постоянно вымещал свои негативные эмоции на соперника. В полуфинале он уже обменивался яркими позитивными эмоциями с болельщиками. А в финале, понимая, что эмоции могут отнимать у него много сил, а силы точно пригодятся, он практически не использовал ярких празднований, а молча шел к трибунам на подзарядку. Да и в спорных моментах, как бы ему не хотелось поругаться с судьей, он этого не делал. У меня нет никакого сомнения, что MVP получит кто-то из французской команды, но я понятия не имею, кто это может быть. Если у вас есть какие-то мысли на этот счет, то делитесь ими внизу в комментариях. Самым результативным в этом матче стал французский диагональный Жан Патри. Ему покорилась отметка в 17 набранных очков. Статистика заключительного матча этих Олимпийских игр уже находится на ваших экранах. Ну что ж, вот и закончился мужской олимпийский волейбольный турнир в Париже. И вот таким получился обзор финальных матчей. Я очень надеюсь, что он вам понравился и вы оцените его лайком и подпиской на канал. Выводы по итогам всего турнира я подведу в отдельном видео. Сейчас немного переведу дух и на следующей неделе побалую вас интересным роликом. Ну а с вами все это время был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока!